Значит, еще раз добрый день для тех пользователей, которые не могли к нам попасть на сегодняшнюю встречу, но которые хотят нас послушать в записи. О чем речь, да? То есть, когда мы говорим о любви. Ну, о любви настолько много все сказано, что, как бы говорят, не надо о ней вообще говорить. Но, к сожалению, приходится. Да? То есть, почему нам приходится говорить о любви? Ну, потому что все говорят, что им ее не хватает. Но вот любовь, это что такое? И зачем это нам надо, да, то есть, как бы, ну, есть вот опять же два плана, да, то есть, ну, давайте попробуем все-таки порассуждать про любовь. Зачем она нужна? Значит, вот, когда мы говорим о вопросах решения задач вот здесь, то надо понимать, что те, кто активно участвует вот в наших дискуссиях и так далее, у тех эти задачи будут решаться гораздо эффективнее, чем те, которые будут просто смотреть и зрить. У тех тоже будет решаться, но не так быстро, и возможно, что это будет неоднократно надо поприсутствовать на наших встречах с тем, чтобы эта задачка как-то была решена. Но тем не менее, как бы все равно она, конечно, решается, если мы даже просто смотрим даже в записи. Потому что здесь мы аккумулируем как бы свет многих людей, которые вот смотрят друг на друга и могут усиливать друг друга своими состояниями. Ну, давайте все-таки тогда к вопросу о любви. Зачем она нужна? Ну, для продолжения рода, на самом деле, достаточно одного секса. Но почему-то народу хочется любви. Значит, в нас как-то это заложено. Любовь нужна, чтобы соединить противоположность мужчину и женщину. Но только ли мужчину и женщину надо соединять с помощью любви? Вот. Ну вот, смотрите, много у нас как бы определений, да, тут есть, чтобы соединять противоположности, человечение, ярких эмоций, для соединения живого. Любовь — это то, что заставляет нас выйти из себя и взглянуть на мир вокруг. Любовь — восхищение качествами другого, которых у тебя нет. На самом деле все правильно. Вот как бы если брать каждое определение, можно сказать, да. Но там как бы почему мы как бы мы говорим, но здесь идет как бы опять определение любви, да, то есть как бы и для чего она все-таки нужна, как бы, ну, с каких-то вот достаточно узких позиций. Ну вот для чего нам соединять мужчину и женщину, да, то есть говорят, любовь, она чего, да, то есть правильно, что она соединяет. То есть любовь, она, если есть два объекта, то любовь, она не там и не здесь, да, она как бы между, любовь между кем. А любовь, допустим, к детям, да, то есть это что? Это же соединение тоже какое-то, да, то есть любовь к родителям, любовь к своей стране, любовь к земле, любовь к природе, любовь, ну, некоторые, некоторых другие есть виды любви, например, любовь к пиву, там, еще к чему-нибудь, тоже как бы такая любовь возможна. Вот поэтому здесь мы говорим, что любовь с точки зрения как бы вот представления человека, она как бы опять же имеет два плана. Она имеет план чисто материальный, и как вот Ольга сказала, как бы чисто вот такой вертикальный, как бы, да, но соединяет, говорят, нас с Творцом. Ну, Творцом имеется в виду тот, кто сотворил вот этот мир, продолжает его сотворять дальше. Природа, она, вообще-то говоря, такая, в общем-то, экономная. Она вот, если она сделала что-то, да, то есть она как бы это использует и так в разных как бы проекциях. Вот если она создали такую штуку, как любовь, да, то, ну, видим, что она помогает, что, ну, во-первых, соединять мужчину и женщину и получать в конечном итоге ребенка, вещественного. И это касается не только людей, это касается там и животных и так далее. Да? То есть природа, во-первых, научилась делать разделение, да, на полы. Пол один, пол другой. Вот два пола соединяются, почему-то им надо обязательно соединяться. Для чего? Для чего что-то с чем-то соединять? Ну, когда-то же было такое деление, да, то есть вот там клетка была, она пополам делилась, потом еще пополам, и жила там как бы вот миллионы лет и миллиарды лет. И сейчас такие клетки живут. Потом пошли вот многоклеточные. То есть и потом с чего началось? Что они, есть такое животное, не поймешь, то ли животное, то ли нет, гриб-слизневик называется. Он сам по себе живет сначала как отдельные бактерии, да, как отдельные клеточки. Но в какие-то моменты этот гриб, они собираются, да, то есть и формируют тело гриба, да, формируют некие там половые клетки, которые потом идут к другому грибу и соединяются там. То есть получается, что вот в моменты как раз чего-то
самого главного, да, то есть происходит некое соединение, объединение, какое-то единое целое для того, чтобы сделать вот что-то другое. То есть в природе существует механизм, да, то есть какой? Значит, что дает нам вот это соединение? Оно дает нам соединение как появление каких-то новых качеств. Вот до этого, которых нет ни у одного, ни у другого. А вот из того, что соединилось, да, то есть у него появилось вот ребеночек. Да, то есть у ребеночка всегда есть то, чего нет у родителей. Но ребеночки могут быть вещественные, а могут быть световые. И на самом деле не важно для мира, какой ребеночек, световой получился или вещественный. Потому что и там появляется новое качество, которое, накапливаясь, создают новые возможности создания новой жизни. То есть вот этот природный механизм, он существует. И он широко используется, как бы на нем все держится, на этом механизме. Да, то есть соединение, получение нового качества, ну потом может разъединение, опять соединение в другой комбинации, в других каких-то условиях. Непрерывное вот такое идет наращивание новых качеств в этом мире. И благодаря этому природа может увеличиваться в качественном изменении. Да, то есть что происходит? Появляются новые виды живых существ, новые виды организации материи и так далее, и так далее. Да, то есть. И вот в силу этого любовь — это такое качество всеобъемлющее с одной стороны, а с другой стороны необходимое для развития. Но использует человек его для развития или не использует? Вот тут вопрос. Ведь мы можем его использовать для развития, а можем не использовать. Поэтому если мы хотим, чтобы мы и вот это качество использовали, то надо, естественно, ну, какие-то принципы реализовывать. Да? То есть что любовь она дает? Мы говорим соединение. Да? Было вот два шарика, один по отдельности какие-то, да, вот, ну, световые, а потом они соединились. То есть между ними появилась что? Перемычечка. Да? То есть вот это вот называется любовь, которая соединяет вот эти вот два каких-то там объекта. Световых, вещественных и так далее. То есть, но связь это всегда будет на самом деле световая. Потому что говорят, любовь это свет. Да, то есть вот два человека, они же и до этого существовали, а потом вдруг между ними, говорит, возникла любовь. Что поменялось? А что-то поменялось, да, то есть как-то вот они стали друг к другу по-другому относиться, что возникло новое отношение, новая связь. А какая связь возникает? Ну, она всегда световая, потому что другой какой-то не получается сделать. И даже вот то, что там говорят, надо обязательно что-то куда-то ввести, это тоже совсем не обязательно. Да? То есть, потому что мы знаем, что у любых людей бывает, даже если они на каком-то большом расстоянии друг от друга находятся, даже не имеют телесного контакта. Но тем не менее есть вот эти принципы, которые необходимо реализовывать. Да? То есть, поэтому вот мы, когда собираемся на светличных играх, мы пытаемся вот этим принципам будем учиться. Учиться их применять. Применять друг для друга, для того, чтобы мы могли коллективно вместе решать задачи. Вот те, кто собирается с одной стороны, а с другой стороны задачи, которые получаются как объединение этих задач. И поэтому мы опять говорим о чем? О теории физических структур. Ну, казалось бы, причем тут любовь и теория физических структур. Но мы не просто как бы пытаемся в чем-то разобраться, да, то есть мы пытаемся применить научные принципы к этому. Потому что можно спонтанно там чердак сорвало, влюбился и все, понеслась душа в рай. Потому что человек становится каким-то другим. Но опять же, тут есть разные варианты. Да? То есть есть понятие любви, есть понятие влюбленности, есть понятие влечения, да? Физическое влечение, там, духовное влечение и так далее. Это все как бы вот разные вещи. А вот что же такое любовь, когда на самом деле мы можем на этом чего-то создавать новое. Да? То есть мы опять же переходим к вопросу творчества. Ну вот давайте тогда попробуем опять же вернуться к теории физических структур, к ее взгляде на этот мир. Вот теория физических структур нам говорит, что есть вот этот мир, та реальность, в которой мы находимся, есть еще мир структур. Ну, как бы условно говоря, над нами. Да? Поэтому мы и говорим, что у нас есть связи, так говорится, вертикальные с этим миром структур, а есть горизонтальные вот с этим материальным миром. Так вот, светлицы, как инструмент, который нам помогает что-то в этом мире менять, да, на самом деле он работает в большей степени на вот эти вертикальные связи, создавая условия, чтобы они стали более чистенькие, более проницаемые, чтобы мы могли
через эти связи получать то, что нам нужно. А что там у нас над нами? Ну, то, что мы называем этот миром структуры, его можно назвать такой вселенский биоинтернет или биосеть всех живых существ, которые все друг с другом связаны. И мы все к этому биоинтернету подключены. И вот, чтобы нам можно было воспользоваться вот этими связями, мы и пытаемся использовать светлицы как такой инструмент. Поэтому я говорю, что позиционирование их как устройств чисто прикладного аспекта, да, то есть вот мы сейчас взяли светлицу, благо, например, и у нас сейчас попрет, куча благ нам посыпется. Но она посыпется, если мы вот воспользуемся вот этими вертикальными связями, начнем ощущать, что же нам в этой жизни надо делать, куда нас ведет, для чего мы здесь находимся, и тогда начнем вот эту свою собственную программу жизни реализовывать успешно, и тогда это и даст нам вот это вот расширение потока благ. Если мы этого не делаем, ну, какое-то, может быть, локальное мы получим превращение, но через некоторое время мы увидим, что на самом деле как-то вот не совсем происходит то, что нужно нам. Я вот думал, что у меня сейчас будет так, а оно как-то по-другому пошло. Хотя вот то, что пошло по-другому, может быть, это как раз то, что надо. А мы к этому не готовы, поэтому не готовы это принимать. Ну, поэтому мы будем пытаться как бы вот в это понятие любви подключать свою голову, да, то есть с тем, чтобы мы могли разработать какие-то определенные принципы, причем мы как бы здесь не просто я вас чему-то там учу, говорю, опять же мы учимся здесь вместе. Почему? Ну, потому что вот вы на меня смотрите, от вас тоже свет ко мне идет, свет ваших глаз, и вот здесь как бы вот мы все вместе объединяемся в некую такую единую структуру, которая решает задачи всех и каждого, и мы как бы вот в этом совместном решении задач учимся, да, чего делать? Вот этому структурному синтезу за счет усиления своих качеств любви. Ну, если это любовь, любовь это свет, значит, нам надо в первую очередь усилить свои качества световые. И вот у нас замеры на аппаратуре людей, которые пользуются светлицами, показывают, да, у них свет становится другим. Они становятся более устойчивыми, и как-то этот вот свет могут использовать иначе. Вот. Поэтому, если мы говорим про любовь, да, то есть, то давайте будем пробовать эту любовь применять в своей жизни именно с этой точки зрения, с позиции вот этих вот вертикальных связей. Что это нам дает? Это нам дает возможность по-другому сделать оценку нашей деятельности. Почему? Ну, потому что мы можем делать все то же самое, что мы делали раньше. Но уже как бы предполагая, что наша деятельность для нашего мира гораздо более важно имеет значение, чем то, что мы себе предполагали. Если мы говорим, что есть вот мир структур, с которым мы связаны, то тогда каждый человек же с этим миром связан. Значит, где-то в этом мире есть точка пересечения, которая вот связывает нас с другими людьми. Ну, может быть, есть, ну, допустим, да, мы здесь, допустим, вот смотрим друг на друга. Вот берем меня, например, да, ну и, допустим, вот Саша лежит. Да, то есть вот где-то там у нас есть точка вверху, да, где мы можем быть одним целым. Хотя здесь как бы мы каждый по-разному. Ну, как проекция такие, да. Вот если представим вектор трехмерного пространства, если мы хотим взаимодействовать с каким-то человеком, то мы должны настроиться именно на вот эту точку связи между ними. И тогда тот инструмент, о котором мы говорим, например, у нас карта потенциала любви, она нам поможет как раз сделать выход вот в эту точку, где мы можем быть одним целым, как некая общая структура. И вот здесь мы, когда с вами сейчас взаимодействуем, мы тоже на самом деле неким образом пытаемся выйти вот на вот эту вот вертикаль и создать условия, где мы можем соединиться, вот там наши света где-то могут соединиться, и здесь образовать уже вот что-то общее, как некую общую задачу. Потому что у каждого есть своя какая-то задачка, да, то есть у каждого вот они как бы существуют. Да, то есть, и есть какая-то задача общая, да, то есть решив которую, можно решить вот эти все, на самом деле, частные задачи каждого. Ну, как математики говорят. Хотите решить задачку какую-то, она не получается. Ну,
сформулируйте более общую задачу. Когда, если решите эту общую задачу, та задача, которая была до этого, становится частным случаем вот той общей задачи. Поэтому мы здесь пытаемся вот создать некую общую задачу для всех. И в рамках ее как бы, вот, создать некую структуру, которой бы могли воспользоваться. Ну, самое эффективное, конечно, это делать на семинарах. То есть на семинарах такая задача, ну, такие задачи прорабатываются очень быстро и легко и хорошо. Ну, так как не всегда удается на семинар к нам приехать, то тогда давайте вот будем хотя бы как-то пробовать здесь, учиться. То есть, если мы здесь научимся немножко чему-то, то уже на семинаре мы будем более подготовлены, еще эффективнее сможем чего-то там добиться, чего-то решить. Ну, я так думаю, что все готовы, все хотят что-нибудь создать, неизвестно чего. Я просто в свое время столкнулся когда с эффективностью вот этих технологий, то есть как бы был потрясен, когда вдруг оказалось, что я решил задачу, ее не формулируя, а потом, когда она, необходимость возникла мне, она оказалась уже решена. То есть я понял, что вот оказывается, вот это было там, почти год назад, когда была проделана некая работа, я просто этот результат, конечный результат этой работы видел, но не мог понять, к чему вы это. Да? То есть только через год удалось осмыслить и понять, вот оказывается, чего мы решили. И, оказывается, решение уже пришло как бы вот сверху. Да? Откуда? Из вот этого бионета, с которым мы все связаны. То есть вот эти каналы, которые у нас существуют, ими надо пользоваться, их надо прокачивать. Ну и как их мы прокачиваем? Через что? Через любовь. Да, то есть через любовь как некий свет, который мы можем формировать, транслировать, передавать. Причем чем больше мы отдаем, тем больше к нам приходит. Почему? Потому что канал, вот этот вот мы говорим, да, вот этот канальчик между разными частями, он становится все более чистым, все более прозрачным. И туда появляется такое явление, которое называется сверхпроводимость. Да, то есть, но она не только двоих касается, да, она касается как бы некого сообщества, которое смогло объединиться и создает вот такие условия, когда это как работает как единое целое. То есть вот как работает сверхпроводимость сверхпроводника. Сверхпроводника, каждый атом молекулы, кажется, что они каждый сам по себе, да, но они имеют еще какие-то связи. Но наступает некое условие, когда эти все связи формируют некую общность, да, как некий общий квантовый эффект. И вот с этой точки зрения сверхпроводник становится одной системой. И тогда ток через этот проводник течет без всяких препятствий, без всякого сопротивления. Вот такие условия как бы, мы будем здесь формировать. Поэтому мы говорим, что есть некие принципы, которые должны быть реализованы для того, чтобы мы могли воспользоваться вот этим понятием любовь как неким усилением, которое мы можем применить для того, чтобы что-то создать, что-то сотворить. Какие эти принципы? Ну, первый принцип – это принцип контакта. Ну вот мы его пытаемся здесь реализовать, мы в некий контакт вступаем с вами, хотя бы вот такой через вот этот Zoom. Лучше, конечно, был бы контакт физически на семинаре, то есть тогда контактность еще выше становится, потому что мы имеем возможность обмениваться еще другими формами света, те, которые, допустим, через интернет не могут пройти. И создавать некое общее время жизни. То есть, что за процесс творения происходит, когда мы пользуемся вот этими системами, да, когда происходит любовь. Если появляется что-то новое, значит появилось новое время жизни. То есть мы поэтому пытаемся создать новое время жизни и становимся кем? Демиургами времени. Да, то есть становимся творцами времени. То, собственно говоря, чего от нас ждет матушка природа или творец, чтобы мы начали наконец создавать время жизни для себя, для других живых существ, для мира в целом. Тогда это человек становится творцом на каждом шаге. Да? То есть, что бы он ни делал, он это делает как творец. Он чувствует, что надо делать, он прокладывает траекторию своей жизни таким образом, что его свет, который он оставляет, является вот этим творением, которое объединять начинает этот мир. И при этом происходят вот такие творческие процессы. Даже если вы сами их не ощущаете, то на самом деле вы начинаете оказывать влияние на окружающий мир, и получается некое такое сотворение. Вот. Значит, по поводу принципов. Значит,
Принцип контакта – это первый принцип, о котором мы говорим. Да? Второй принцип – это принцип симпатии. Если мы друг другу не симпатичны, ну, нам сложно взаимодействовать. Да? То есть вот эта обменность как бы светом, она наталкивается на вот это препятствие, что мы не можем вот эту симпатию в себе как бы проявить. То есть нас что-то отталкивает, да, то есть как бы как вот что отталкивает на самом деле может быть, да, то есть не то, что на самом деле, то, что нас окружает, это на самом деле наше зеркало. Да? И мы можем там увидеть то, что нам не нравится в себе. В других людях, да, в других отношениях. И всего этого, если нам эти отношения почему-то не нравятся, если они нас вызывают протест, то, возможно, это где-то в нас что-то есть, что нас вот так вот заставляет себя вести. Но надо посмотреть на себя внутри и разобраться, а что, вот, из-за чего вот такое возникает состояние, да, от чего мы протестуем. И это как-то использовать, этот протест. Почему? Ну, если он возникает, значит, он нам для чего-то нужен, чтобы, возможно, в нас что-то поменять. Ну, как бы вот какая-то есть у нас плотность, которая нам мешает нам себя проявить. Да, то есть как-то вот связь есть вот эта с биометом, но где-то вот что-то там перекрутилось, переклинилось и не работает. И не доходит до нас что-то, мы не можем это использовать, не можем применить в своем творческом процессе. Что тогда? Тогда мы с радостью подставляем себя под вот эти неприятности и говорим: о, как здорово, сейчас нам вот это вот, наш этот фактор, он нас что-то там пробьет, и мы, наконец, опять сможем нормально существовать. И вместо того, чтобы бороться, ну, я не говорю, что надо, тут надо понять. То есть мы протестуем против чего-то, да, то есть, ну, соседи начали там жужжать утром перфоратор. И мы думаем, вот сволочи какие, вот тут поспать бы надо бы, выходной день, а они тут жужжат и не дают нормально это. И начинаем в душе как бы вот это вот пережевывать, как свое возмущение, тем самым пестовать и расширять. А мы говорим: о, как здорово, это сейчас звук перфоратора, он сейчас вот у меня войдет, и во мне что-то там сейчас растрясет, и у меня вот вокруг меня сейчас начнется какая-то радость. Можно по-другому относиться, да, то есть как бы попробовать вот эту антипатию, да, сменить на симпатию. Что мне посмотреть, что в другом человеке мне симпатично. Не все же он, не во всем же он плох. То есть, может быть, в нем что-то есть хорошее, на это хорошее надо обратить внимание и усилить его именно, это хорошо. Тогда то, что плохое, оно вытеснится, да, то есть через вот убирание этого фактора из нашей жизни. Третий принцип, да. Третий принцип называется принцип подобия. Если мы вступаем во взаимодействие, надо понимать, что взаимодействие двустороннее. Не вы воздействуете на кого-то, и не тот человек воздействует на вас. Это двустороннее, это взаимодействие. Да? Если мы говорим о любви, то вот это взаимодействие подразумевает, что вы становитесь одним целым. Да? То есть, и вы подобны друг другу. Значит, этот принцип, его можно кратко сформулировать так: я не буду делать другому того, чего бы я не хотел, чтобы делали по отношению ко мне. Это очень важный принцип, он как бы предполагает, что когда вы вступаете во взаимодействие, и вы не можете причинить вред другому человеку. И вам этот другой человек тоже не может причинить вред, потому что у вас вот этот принцип работает, он и туда, и сюда работает. И вот на этих трех принципах, как принципах усиления вот этих световых связей, можно тогда уже начать выстраивать вот этот вот контакт световой, для того, чтобы можно было что-то в этой жизни менять как синтезный процесс. Да? То есть, тогда один свет, другой соединились, и что? И породилось что-то третье, то, чего еще не было. Это производное этих отношений, это какой-то вот световой ребеночек, который теперь будет носителем вот какого-то другого качества, которого нет ни у кого еще до этого. То есть, поэтому мы получается, что вот в таких отношениях световых мы можем творить новые миры, новые связи, новые отношения. Да? То есть, и тогда мы становимся в тех же самых действиях уже творцами.
Я вот неоднократно притчу приводил по поводу того, ну, здесь она в интернете называется «Притча о трех монопесах», когда вот бегают там по площадке строительной рабочие, и там таскают какие-то кирпичи, там цемент и так далее. Вот. Ну, вот бежит один с тачкой с рабочей, это везет, к нему подходит и спрашивает: что ты делаешь? Он говорит: ну что, не видите, вот кирпичи везу. Подходит к другому, спрашивает: ты что делаешь? Он говорит: ну как, вот я вот тут работаю, у меня семья, я детям зарабатываю на хлеб, иначе они с голода помрут, если я тут не буду работать. Вот. Ну, а к третьему подходит и говорит: ну ты что делаешь? Тоже тачку везет с теми же самыми кирпичами. Он говорит: а я строю храм. Ну, потому что это вот строительство не просто так, это храма. Естественно, у него другое видение процесса, другое отношение к этому процессу и другое, соответственно, взаимодействие с этим процессом. Да? То есть у него есть, естественно, некий путь развития. Да? То есть вот он от того, кто толкает эту тачку, дальше может становиться расти, расти. И до кого он может дорасти? Он может дорасти до архитектора храмов, которые будут потом дальше эти храмы строить. А если человек только вот тачку возит, ну, он и будет возить тачки там всю жизнь. Поэтому, если мы себе ставим более высокие цели, более общее, да, то есть тем самым мы себя как бы подтягиваем на другой уровень, потому что мы говорим о любви, которая имеет много уровней. Вот есть такие люди, которые могут через вот это DNS-связи получать информацию и ее записывать. Мы это называем информационщик. Вот когда кто-то из информационщиков прописывал как бы про уровни любви. Это оказалось, что этих уровней 19. А мы чаще всего, ну, как бы на первых трех находимся максимум. Нет, первый уровень здесь. Ну, это однопостасность. Тело с телом, да, то есть там разум с разумом, душа с душой, или там тело с душой, разум с душой. Там. Ну, как бы вот это вот самые простые первичные отношения, которые люди выстраивают, когда говорят о любви. Более сложные, когда двухопостасные, да, то есть с одной стороны тело и разум, с другой стороны там душа и тело. Это отношения одни. И так далее. То есть трехопостасные, ну, как бы еще более совершенные, когда тело, душа, разум друг с другом взаимодействуют. И вот на этом взаимодействии там рождается что-то третье, как некие производные от этих отношений. Кстати, вот есть упражнения различные, которые позволяют развивать вот эти вот связи человека с человеком на уровне вот этих вот отношений тела, души и разума. Такая, как говорили, про матрицу развития, как возможность выстраивать вот совершенно новое качество человека для того, чтобы он в этом мире мог по-другому себя жить и ощущать. Вот Марина тут написала, что, кстати, после недельного ношения супер перестала раздражаться на некоторых противных особей, и ко мне стало замечать, стало другое отношение. Люди как-то стремятся побыть рядом, угодить, что ли. Ну, потому что световые характеристики меняются, соответственно, контактность повышается возможность обмена и уменьшается возможность вот этой вот борьбы. Просто есть люди, которые сидят в этой жизни, ну, как в окопе. Он все время борется, он все время отражает какие-то атаки. Он все время пытается что-то добиться, да, то есть такого, чтобы, ну, как бы, ну, то есть то, что называют там конкуренция, там и так далее, да, то есть это всякие разные варианты борьбы. Вот. Светлицы, они как раз направлены на то, чтобы уменьшить влияние этой борьбы, то есть сделать человека более контактным, чтобы он мог вписаться вот во все другие отношения этого мира и сделать себя более прозрачным для вот этих отношений. Потому что одно из условий любви — ты становишься прозрачным для этих отношений. Если ты барьеры ставишь внутри себя, ну, понятно, какая там любовь может быть. Так вот, есть возможность через светлицы получить выход на другие уровни любви. Когда там следующие там уровни, да, то есть безусловная любовь, богородичная любовь, там и так далее, да, то есть как бы следующие уровни, когда люди могут выстраивать отношения на совершенно других принципах. И соответственно, это дает человеку возможность переходить на более глобальные уровни взаимодействия с этим миром.
И он тогда становится уже таким природным явлением, от которого, например, погода зависит. Не только твое настроение зависит от погоды, но же погода будет зависеть от твоего настроения. Хорошее настроение, солнышко светит, все хорошо. У тебя плохое настроение, тут тучи нашли, как бы дождь пошел. И это тоже возможно. Поэтому мы здесь вот как бы, когда говорим о светличных играх, это все-таки площадка для развития вот этих в себе качеств Творца, качеств Созидателя, для того, чтобы как-то мир от этого стал лучше, чтобы мы стали лучше, и чтобы, может быть, за пределами этого мира тоже стало лучше. И от этого как бы вот некая обменность не только между нашей реальностью, да, то есть, может быть, с другими реальностями начать взаимодействовать и обмениваться с ними какими-то качествами. Да, то есть, теория физических структур не запрещает такого обмена. Почему? Потому что это проекция, мы являемся как бы отображением вот этого мира структур. Но таких отображений может быть множество, да, то есть множество миров может существовать с разными характеристиками, с разными качествами. Если мы налаживаем отношения между ними, то, соответственно, у нас появляется возможность что-то привносить, то, чего никогда в этой жизни не было. Если у денег другая реальность. Да, это вот есть такая история, какой-то рассказик я читал, когда прилетели инопланетяне на Землю. Говорят, что-то у вас народ такой грустный ходит. Земляне отвечают, да вот они грустят, денег у них нету, вот поэтому они такие грустные, хотят, чтобы у них денег стало побольше. Они говорят, а что тут у вас вот такие дороги плохие, там разбитые, там не проехать, не пройти. Денег нету, потому что вот дороги надо чинить, чтобы тогда нужны деньги, чтобы их ремонтировать. Хорошо. А вот что-то у вас тут грязь тут такая вот, как бы не убрана и так далее. Что-то, нету денег, вот дворников нанять, чтобы там они убирали, там, то есть все прибрать, опять денег. Они говорят, что такое за деньги? Вот, может быть, что это такое? Может быть, мы найдем вот какой-нибудь планете, это на другой, этот ресурс такой, которого у вас нет, сейчас слетаем, привезем вам, чтобы вы тут счастливые были. Земляне говорят, да нет, но мы деньги сами печатаем. Вот. И тут инопланетяне вообще ничего не поняли, и так вот в недоумении улетели. Поэтому вопрос отношения к деньгам тоже такая достаточно серьезная тема, о которой мы потом как-нибудь поговорим. Что чаще всего у людей просто отношение неправильное к деньгам. Есть такая книга «Освобождение от денежной игры». Там как раз показывается, что в эту игру выиграть невозможно. Поэтому если мы хотим в эту игру играть, но у нас ее все время подсовывают нам эти игры, то можно, конечно, играть, но учитывать, что все равно выигрыша не будет. Поэтому можно попробовать другие игры играть. Поэтому мы говорим, давайте попробуем поиграть в другие игры, в светличные игры, но мы ставить цели и задачи будут другого уровня. Но если нам под эти цели и задачи мир скажет, молодцы, давайте, делайте, то есть под это ресурс придет соответствующий. Да? То есть, значит, давайте теперь перейдем к практике с потенциалом любви. Кстати, у кого нет потенциала любви, тот может на вот этом вот бесплатном уровне присоединить свой аккаунт в соцсети потенциала любви. Чтобы ваш аккаунт стал более привлекательным для людей, которые там туда к вам ходят, с которыми вы друзьями. Значит, вот у нас есть карточка потенциала любви. Для чего она нужна? Для чего нужна эта структура? Опять же, для того, чтобы мы могли объединяться. Да, то есть были разные объекты с разными структурами времени, они смогли объединиться и создали общую структуру времени. Как это делать? Да, то есть мы как бы сейчас разберем практику, исходя из вот той теории, которую мы сейчас разбирали с вами. Значит, что мы должны сделать сначала? Давайте сначала настроимся на эту структуру. У кого ее нет, настраивайтесь на то, что есть. На какие светлицы, которые у вас есть. Я вам сейчас прочитаю одну. Вы я вам буду читать, а вы настраиваетесь. Про любовь. Есть такая Ольга Грац. Она написала такой белый стих, про любовь. Поэтому вот послушайте. Живи так, будто тебя любят. Бог и все люди. И никто не судит. И от этого расправляется каждая твоя клеточка, словно молодые зеленые листочки на веточке.
Только представь, что такое стало возможным. Ты чувствуешь любовь всей своей кожей. Тебя любит мир нежным прикосновением. Слова, взгляда, объятий в каждом текущем мгновении. И ты позволяешь себе познать это чувство всем телом. Когда тебя любят просто так, а не за хорошее дело. И твои молекулы, атомы и частицы, все, что внутри тебя, начинает блаженствовать и светиться. В этом ясном, как день, состоянии счастья. Посмотри на того, кто рядом, словно он стал твоей частью, твоим продолжением, твоим миром, будто он – это тоже ты, в глазах смотрящего цвета и плодоносит любви сады. В глазах смотрящего цветут и плодоносят любви сады. Он так же, как ты, из того же теста, и вас обоих время жизни течет, словно жених и невеста. Прошлое с будущим сливаются в настоящее. Ищущий любовь, да обрящет. То есть, как бы теперь перейдем к прозе. То есть, предположим, вы хотите вот с кем-то наладить отношения. Вы настраиваетесь на эту карточку. То есть, представляете, что у вас есть некий такой световой шарик. Ну, вы сами такой световой шарик. Но световой шарик это связан, вот куда-то уходит вверх такая световая веревочка, световая трубочка. И в этой трубочке, в ней высоко-высоко где-то есть точка, где вы соединены вот с этим человеком. Может она не высоко, может она где-то рядом относительно вас. И от того человека, с которым вы пытаетесь соединиться, тоже вот такой световой шарик. И тоже от него идет такая вот световая веревочка или трубочка. И там где-то они пересекаются в одной точке. И там эта точечка, да, начинает светиться и разгораться. Ну, давайте мы начнем от противного опять же, да, то есть мы говорим, что нам надо увеличить, ну, вот контакт, да, вот мы наладили контакт, вот принципы эти применяем. Принцип контакта. Мы вот наладили контакт с этим человеком, то есть свет. Дальше. Принцип симпатии. Ну, начнем с обратного, с антипатии. Что нам в этом человеке неприятно? Что нам раздражает? Да, то есть, что вот мы не хотим? Да, то есть, принимать. Но мы радостно это сейчас берем и принимаем. Мы говорим, вот он своим этим качеством как бы долбит на вот по этой вот световой веревочке, и в этой веревочке отсыпаются всякие там, что им мешает ей работать. В этой трубочке тоже есть что-то там у нас некачественное, да, какие-то затемнения, какие-то там неправильности организации, спутанность этих волокон и так далее. И вот этим качеством он нам своим долбит по этой трубочке. Эта трубочка у нас становится чистенькая, 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 прозрачная. И, наконец, по ней начинает идти чистый, яркий свет туда, вот, где мы вместе соединены. Радостно подставили себя под вот это все, что идет от этого человека неприятное. Да? То есть, а теперь попытаемся усилить то, что в нем есть приятное, то, что в нем есть хорошее. Ведь хорошо, что он появился в нашем мире, что мы с ним можем пообщаться. Да? То есть мы благодарны этому человеку за то, что он с нами есть. Его же тоже создал Бог. И это же тоже часть нас. Просто мы понять надо, что тот человек, с которым мы хотим, это тоже наша часть. Ведь если у нас вот есть одна рука и другая, да, то есть если одна рука порезала другую, мы же не будем ее наказывать, и там ругать и так далее. Мы понимаем, что они нам, ну, бывают какие-то вот погрешности, что-то вот дело не получается, хочется сделать вот так, но где-то вот взяли, уронили что-то. Ну и тут также с другим человеком вот что-то не всегда получается. Ну почему? Ну связь это не очень чистенькая была. То сейчас вот она наладится, сейчас мы ее сделаем чистой. Будет у нас такая яркая, прозрачная. И тогда по этой связи мы сможем с этим человеком обмениваться энергией. Да? То есть мы можем поддержать этого человека, то есть светом перенаправить туда. Да? То есть от него к нам придет, соответственно, волна света. Если мы туда пустили волну, она к нам обязательно вернется, эта волна световая. Еще усиленная многократно. Поэтому мы этого человечка усиливаем своим светом, добавляем ему туда этой энергии. И он становится тоже такой наполненный. Почему он делает что-то не так, как мы хотим?
Да, то есть, или мы делаем что-то не так, как он хочет. Да потому что вот нету какой-то вот связности. Мы не чувствуем, что мы одно и то же, что мы одно целое. Поэтому мы вот таким образом через карточку потенциал любви, через эту структуру настраиваем себя на другого человека. Через вот бионет-связи. У нас они есть, они существуют, никуда от них не деться. Но их надо использовать, раз они есть. Поэтому потенциал любви мы используем для того, чтобы мы через эти связи найти некое общее что-то, что есть у этого человека. И этого общего стало, чтобы больше. Чтобы мы стали почувствовали, что это, да, что это тоже мы. С этим мы теперь можем что-то вместе сделать такое, чего раньше мы сделать вместе не могли. А теперь можем. Может не сразу, может постепенно. Но обязательно это не получится. А если этому человеку вдруг почему-то хочется с нами дальше не продолжать отношения, ну мало ли. Может уже пора нам вот этих отношений как-то перейти к другим каким-то отношениям. Ну хорошо, когда пусть человек этот будет свободен в своем выборе, переходит к каким-то другим отношениям с другими людьми. А мы найдем возможность проявить свою любовь ко всему миру, ко всем живущим и наладить вот новые связи, новые отношения с кем угодно. Понятна практика настройки, да, на вот других людей через бионет-связи и с помощью структуры. Если кому интересно, пишите мне на WhatsApp, я вам стишок этого раз перешлю. Вот мой телефончик. Но только не звоните, а просто ввести его в WhatsApp Viber. Еще есть телефон, у меня на Телеграме у меня другой телефон, сейчас напишу. Желательно, чтобы мы потихонечку в Телеграм перетекли все. Там как-то понадежнее работает. Ну, потому что то, о чем мы говорили, на самом деле в этом стихотворении все отражено. Поэтому его можно тоже использовать как такую систему настройки на вот, других людей. Для налаживания контакта. Я думаю, что вот потихоньку у нас круг участников будет расширяться. То есть налаживаем связь через бионет с другими людьми, создавая условия для объединения вместе с ними, потому что мы и так одно целое. То есть, ну, это вот, когда говорят про любовь ко всему миру, да, то есть это достаточно абстрактно и сложно понять. Ну, надо хотя бы вот пробовать начинать через кого-то. Можно с ребенком это делать, можно с родными, близкими, можно с неблизкими, можно с очень далекими. Ну, достаточно сложно представить, что человек это я, а здесь надо представлять, что между нами есть связь, световая связь, которая нас объединяет в одно целое. Потому что все равно у каждого человека что-то есть свое. И каждый человек нам дан для того, чтобы чему-то вот здесь научиться. Ну, человек это часть, ну, часть, да. Ну, как бы мы это все так, это правильно, но как бы это как бы теоретически вроде все понятно, но очень достаточно сложно это ощутить на практике. Потому что люди иногда друг другу, ну, ведут себя не совсем. Мы-то думаем, что это как часть меня уже понимает, а он не понимает. Да? Ну, то есть вот как маленькие дети. То есть ему говоришь, он не понимает, что так вот надо делать. И даже наоборот начинает вести себя. Ну, значит, тогда мы все равно какие-то ограничители вводим для нормализации взаимодействия, понимая, что ну, как бы, мы хоть и открываемся, но мы открываемся на световом плане. А на физическом плане надо иметь возможность ну, как бы вовремя увернуться от того, что если на тебя едет какой-то дурачок на машине, а ты думаешь, что он тебя любит, и поэтому ты даже не притормози. То есть это всякое бывает, да? То есть мы как бы должны понимать, что материальный мир, он немножко искажает вот эти вот все проекции, поэтому одно дело, ну, как бы чистая любовь практическая, но нам надо это уметь вовремя применять. Но любовь, она должна нас вести по жизни туда, куда нам надо. И развивая это качество в себе, мы тем самым на самом деле будем открывать для себя более широкие дороги, широкие пути, более как бы, отношение к миру к нам будет меняться. Мир будет к нам более доброжелателен, и мы тем самым будем с ним находить всегда общий язык.
Да, с детьми тоже вот как бы очень полезно сначала научиться налаживать световые отношения. Тогда действительно дети начинают лучше слышать. Я просто по опыту знаю, вот когда с маленькими детьми вдруг начинаешь напрягаться, то они тебе вот это напряжение как бы усиливают 100 крат, и ты как бы начинаешь вообще не понимать, как с ними надо себя вести. Когда на световом плане наложил контакт, когда у тебя есть ну, как бы некий посыл, ты спокоен, уравновешен, и с ними легко общаться, легко договариваться. Ну что, тогда хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня у нас тут собрались, потратили свое драгоценное время. Еще раз большое спасибо. Всем до свидания.